В Гороховце под воду ушел наплавной мост. Он соединяет город и Знаменский женский монастырь. По информации транспортной прокуратуры, затоплен участок протяженностью в 20 метров. Инцидент произошел из-за заполнения конструкции наплавного моста водой. Сидел, кушал, никого не трогал. Оттуда она гирю просто принесла. Гирю? Да, вон гиря, видишь? Она под водой была. Привет, парни. Такси на Дубровку? Да. Можно с вами? Отлично. Я говорю, мы в монастырь, в женский. Куда вы едете? В женский монастырь. В женский монастырь едете? Там дорожка сломалась от мужского монастыря к женскому. Понятно. Маршрут построен. О, маршрут построен. Отлично. Снежок впереди. Класс. Смотри, сладкий будет очень. Да вы сладкоежки, парни. А что это у вас тут? Кондиционер. Кондиционер зимний? Зимний. С обогревом? Зимний самогрев. Зимний с обогревом? А, нифига себе. А что это вы делаете-то? Бензин тырите? Кушай. А, я Кормим. Что, звоню дяде? Да. Александр Владимирович. Мы вот в Гороховец уехали, сейчас, так понимаю, разворачиваемся и на улице Ленина. Продали машинку. И вот выезд. Там можно же? Здравствуйте, ребята. Там можно будет выехать, да? Вот туда мы сейчас выйдем. Ну, я думаю, поместимся на таком. Вон и мостики. Туда дорога только в монастырь, да, получается? Ну, В женский вот. нет, за Клязьмой много народ ходит. Там и лыжня у нас, там скиты всякие, значит, рыбалка, охота. Вот. А небольшая там есть, небольшое поселение. Постоянных жителей нету постоянно. А вот так ходят, там живут домики, есть 4 домика, что ли. Мы считаем улицы, там, как они высокой грива. Но постоянных нет. А так только монастырь. Ну там где-то бывает до 30 монашек, насельниц. Так называемых. Ну, естественно, паломников там. Этого не круглый год, эти паломники. Александр Владимирович, вы не против мы будем снимать? Нет, конечно. Нет, ну на Хорошо. всякий случай. Нет, даже хорошо, потому что нам тоже надо как-то освещать. А вообще И мы посмотрим. предполагается как бы задача такая, что его нужно поднять, отстегнуть и к берегу подтащить, да? Вот его штатное место. Вот здесь вот часть, то есть чуть выше сюда заводим, и часть сюда вот заводим. Ну, то есть какая куда пойдет. А в этом сезоне, я так думаю, из-за погодных условий, из-за того, что были оттепели, вода стала подниматься. И зашла поверх вот этих понтонов. То есть через верх она прошла. Она зашла. А поскольку они гниловаты, то есть, ну, и коррозией изъедены, она просочилась внутрь понтона, а потом уже и выше крышки она зашла, и понтон, естественно, рухнул до дна. За собой потянул, они же связаны 4 понятно, вместе, конечно. за собой потянул их. Вот. В общей сложности здесь
6 понтонов, скажем, под водой. То есть каждый день на 10 сантиметров прибывает вода. Я думаю, что на сегодняшний день глубина здесь составляет порядка 3-3,5 метра. Когда мы все это начинали, она была до 3 метров глубина. Вы сюда подходили, здесь еще воды не было. То есть здесь был снеговой покров и лед. А теперь уже, видите, вода даже подошла сюда. То есть постепенно поднимается. Не разводная, это разводная часть. Вот она, разводная часть, упала. И за собой вон тут, здесь тоже еще тянет. Да. Уйди, эй, ты чья тут? Чья ты тут? Иди домой отсюда. Давай считать отсюда. Вот этот вот первый, Да. вот этот второй. Вот третий, четвертый и вон пятый чопик торчит. Причем они подтоплены вот так. Затонул как бы под углом как-то, да? Да, вот так глубина. А вот здесь да, здесь он может не быть, то, что вот так, а он вот так стал. здесь Ну да. может быть что-то есть, ну, дно вот здесь вот. Вот он на дне лежит, похоже. Либо у них переборки есть. Переборки Не, он- внутри есть. Внутри переборки Не, есть. ну он полностью в воде, как он же не герметичный. Слушайте, Согласен. вы сейчас слушайте, скажем, неординарно. Ну да. Как бы неординарная штука. Ну, Они- напугала у них- вас ситуация в целом? Понимаете, пока мы видим только верхушку айсберга, то есть нам нужно в темную часть спуститься. Пошел сильный зажор снегом, льдом, и его начало насыпать на понтоны. Понтоны стали Его опускаться. начало наклонять просто-напросто. То есть у него нагрузка снеговая пошла Да. на одну сторону, Потом и его снег наклонило. надавил, выступила вода. Вода выступила на лед сверху. Мгм. И вода попала через верхнюю часть понтонов вовнутрь. Понтоны состоят из 3 отсеков, как бы они независимые друг от друга, стенки у них перегорожены. Получилось сначала одно затопило, сначала 2 первых понтона начали опускаться, ну и потом здесь центральная часть состоит из 4 понтонов. Ну, мы изучали, да, то есть... И вот эти все 4 понтона, они и клюнули в итоге. Пробовали мы сюда водолазов запускать, наших МЧСных, они, Мгм. правда, ни хрена ничего там не увидели, очень темно, течение сильное. Скажите, в каком понтоне первое вот то, что вот он там Ну вот он тонет, который вот, край, большие да. повреждения? Ну, который самый середина затонувший, он и есть. У вас есть информация по весу понтона? Ну, в пределах По металлу. по металлу 8 тонн. 3 метра? А? 3 метра? 3,5 вроде как бы должно. 3,15 что ли, да, ширина? Ну, человек пролезет, в принципе, вот. Он, грубо говоря, 60 Маленький. и 50. Маленький, да. С баллонами, да. Все, есть план почти. Потому что Надо дело обсудить. За пузырем? Нет, зачем? За чаем? Я же Зачем имею... мысли не приходят? За чаем мысли не приходят. да. Получится за чай. Кстати, друзья, я хотел бы вам рассказать об одной компании, которая нам очень сильно помогла. Не так давно у нас возникли серьезные проблемы с компьютером, на котором мы монтируем все наши видео. И выход этого ролика был также под угрозой. За помощью мы обратились к ребятам из Happy PC. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Ребята уже много лет занимаются ремонтом компьютеров, ноутбуков и комплектующих, а также сборкой рабочих и игровых систем. Они стараются активно развиваться и имеют филиалы в Белгороде, Санкт-Петербурге и в скором времени появятся в Воронеже. Также у ребят есть свои YouTube-каналы, где они показывают свою работу. Мы хотим выразить благодарность ребятам из компьютерной мастерской Happy PC за ремонт и апгрейд компьютера для нашего монтажера. Если вам требуется ремонт или обслуживание вашего компьютера, или вы хотите собрать новый, обращайтесь в Happy PC, ссылки на них будут в описании. Вот здесь вот мы живем. Это у нас холл. Здесь у нас один номер. Николай, ты брал тапочки? Брал. Здесь второй номер. Вот. Сейчас наши диверсанты приедут, и они будут жить наверху. Экран. Нет, наверх. Что-то тут как-то круто подниматься, да? Здесь один номер? Вот. 2. Света нет. О, здесь тоже тепло. Во, нормально. Подождите. Нормально так у них. Отлично, вообще шикарно. А что у нас тут делает Михаил Юрьевич? О, ребрышки. Ну, по-моему, уже и ребра готовы. Ребра готов.
И врезался. Диверсанты приехали. Ну и нормально, хорош. Че новенькое, ё-моё. Здравствуйте. Привет, дорогой, привет. Все мясо сожрали уже. Опять, говорит, выйдем, блин. И тут, говорит, ё-моё. Комментацию не попортить. Привет, дорогой, привет. Все, закрывайте. Все, закрывайте, пошли уже. Сделай монтаж, как будто мы на Мерседесе приехали. Война херня, главное маневры. Когда вот сейчас отсюда, если смотрим на мост, и течение от вас смотрим, мы хотим даже просто посмотреть. Вы смотрите, мы дальше общаемся там, и так далее. То есть нас понимать, что там под водой. А получается, что задние части, они у нас на плаву. То есть у нас похоже на то, что затоплены только первые секции. Возможно, вторые, но не третьи. Но не третий. Потому что если бы у нас были затоплены все три секции, он бы весь провалился. Внизу нету никаких отверстий, там, фиксаций и так далее. Либо мы какие-то стропы, да, засовываем под низ, либо мы просто подушку под низ засовываем и накачиваем. Вот весь понтон. Да, и эта тема поднимается. Когда-нибудь вы приедете и скажете, слушай, вот тут на море такая фигня, там просто спуститься надо. Кадр 1, дубль 1. Михаил Юрьевич, мочи. Ну, за успех нашего безнадежного дела. За спасение женского монастыря. Спасем, не переживайте. Пользуясь случаем, передать дверь. Раза 4, наверное. Давайте кипяточку разольем. За шею? Давай, ты намазал? Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Мечта, а не работа. Курорт, солнце, пляж, блин, понтонный мост. Когда-нибудь Михаил Юрьевич нас пригласит на море, но не уточнит на какое. На, вот это тебе привяжешь. Это на 2 ноги ему, на каждую. Вот где эта крыша, чтобы не ходили бы. Вместе с баллоном сейчас на дно. Да и что подумаешь? Ниже понтон не ходил. Очистили снежочек. Взяли потом бензопилу. Сложность. Лед многослойный, непонятно какой. Первый лед, который нижний, очень рыхлый, но до него метр где-то, наверное. Это что у нас? Это у нас сигнальный конец. Да. Смотрим общая как бы ситуация, да. Глубина под понтонами, есть ли это, есть место свободное под понтонами. Потом дальше, если пойдешь, посмотришь, где они соединяются, этот и этот. Открыты они там, не открыты, если, как бы реально будет это видно и понятно. Ну, перво-наперво надо понимать, вот эти понтоны, эта сторона лежит на земле на дне или нет, есть под ними зазор. И если есть возможность пройти между понтонами, посмотреть, то есть как бы если подушки будем работать, между понтонами в настил. Проходим, не проходим там. Так, с Богом. Давай его вызовем, может? Давай, что-то уже. Губы замерзнутся, чего? Давай поцелуй. Давай, пиху ему. Можно вылазить. Чего? Все, ничего интересного? Да нет, почему?
Интересно, Всё что интересно. расскажешь? Короче, вы вдвоем наказаны, понятно? Ну, давай это. Вот и ты Я выбирал. в очках, мальчик, и ты в красной шапочке наказаны. Это моя работа. Не надо отнимать. Там, знаешь, как по пещерам подводным полу. Идешь, лед сверху. Вот это такой вот хреновый лед. Да, и такой и жесткий есть. Плюс на самой платформе льда тоже много. Вот. Но оба люка нашел. Вот, один закрытый, его надо там молотком колотить, второй открытый, вот который крайний. Мгм. Будку эту обошел я с другой стороны. И вот такое ощущение, как будто намораживал, как в холодильнике, буграми, вот так он везде. Вот. И где-то он мягкий с каким-то говном. Блин. Вот. Плюс троса, которые, ну, вроде как должны быть растянуты, они все там растянуты. Там как по минному полю через корючку. Связаны они между собой эти? А они, да, они на грибы намотаны здесь, и между собой они тоже идут, да. Троса, эти, ну, смотаны, понтоны. И плюс такое ощущение, когда они дальше куда-то уходят, я туда пролезть не могу. Там лед. Вот. Я вот со стороны облез, вот дошел до этого какого. Одень шапочку, а то быстренько простынет. До люка. Вот. До него, в принципе, добраться можно как-то, вот знаешь, вроде на карачках. Тут просто, видишь, все подряд обследовать не получается. Там эти пещеры подводные, это надо вот тупо пилить и спускаться над каждым понтоном. Потому что там льда, он же утонул, из-за чего на нем лед мерз, он так с этим льдом там и сидит. Он на дне. То есть он лег на дно, да? Да. Ну, может, там, ну, он на дне, грубо говоря, там я вот заглядываю туда, там уже просто дальше муть не видно, но он на дне лежит. Просто он же как корабль сделанный, такой нос у него. То есть, если что, туда подвести, в принципе, вариант. Если водолазу еще ледобор дать какой-нибудь. Нет, просто говоришь, там льда много, понтоны как мы Льда много. засунем. Как Если вовнутрь люк, в принципе, доступен. Люк доступен. Если нам нужен в люк, то это вариант. Ну, смотри, второй люк, но я его рукой не открыл. Что я, блядь, гидравлический, что ли? Конечно, не открою. То есть я порой даже путаюсь, не пойму, где я нахожусь-то, блин, над ним или нет. Тут железо вроде смотришь, ага, значит, я по нему иду. Херакс, лед, еще ступенька льда. Тут выше залез в какой-то карман, короче. С этой стороны пробовал будку обойти, не получается. Я просто в лед упираюсь, вот, ну, зашел, в принципе, так нормально. Глубины нету. Глубины нету, да? Поэтому лед, блин, практически до самого дна. Вот этими вот сосульками. Что решаем, Миш? Ну, я хочу, чтобы понять здесь со стороны, что происходит. Понимаешь? Они утверждают, что вот это не затопленное, там воды воды в понтоне нет. Я говорю, что она есть. Хочу посмотреть здесь какая глубина. Ну, как бы вообще, то есть с этой стороны что. Если этот лед здесь набило, то может быть здесь льда нет. Такой. Его ни точнее не пробить. Решили мы пробить еще одну майну, чтобы осмотреть понтоны с этой стороны. А не получается у нас. Первый слой льда 25-30 сантиметров мы срезали. Если там с той стороны второй слой льда мы пробили пешнями, то с этой стороны пешней пробить не получается. Ну что, ну подушками, а лед куда? Надо лед убирать. Вот вся проблема-то во льду. Да. Вот резать, вот как майну делали, убирать лед. Весь лед надо убирать. Они смогут это как бы порезать, убрать. То есть если весь лед убрать вокруг понтонов, как бы, то тогда реально. А если не убрать, то мы ничего не сможем сделать. Вот лед вот, да, вот прорезал, да, а вот потом еще идет лед. Вот мы там если пробивало пешней, тогда легко. Сейчас А давай попробуем вот здесь вот выпилить этот квадрат. Прям над ним. давай. С этой стороны как бы лед-то гораздо жестче. О, карась нашелся.
слил, начинаешь здесь дальше как бы куски Ну да. откалывать. То есть, как бы, то есть пробить дырку, понятно. А вот Мишань, ты качаешь. Или вот так вот. Силищ куда девать теперь? ты зачем сломал Сломал. Макиту? А что случилось? Как она? Ну, веревка-то рвалась. Намокла? Не знаю. Блин. Ребят, я думаю, что понтоны полностью в воде. Все-таки вода зашла. Почему эта сторона не затонула? Ну как она не затонула? Она затонула. Вот не затонул, вон стоит, не затонул. Вон тот. Я А эти все затонули. Дом прижимает. Да нифига. Затонула она. Ну смотри, вот этот раз понтон, два, три. Вот они все затонувшие. И они, видишь, на одном уровне стоят. Значит, они либо на дне лежат. Я вот это хотел посмотреть, на дне они или нет. Потому что вот тот четвертый относится к этой секции раздвижной. Он на плаву вот получается точно. Ага. Сухо? Да. Лестница есть. Ну, Вот центральный люк. Не затопленный. так это не центральный. Вот центральный. Вот центральный. А, Вот я нашел вот такой. Там, с той стороны. Значит, их 4, что ли? ну хорошо, мы сейчас открыть можем, мы же можем туда сейчас тогда спуститься, посмотреть. Не можем, неси фонарь. Ну тут немножко. Сантиметров 10. Да, я сюда залезу. Ты внутрь хочешь залезть? Да. Мы решили не бачить, все. Будем лазить просто по ней. Короче, понял, как надо? Вот так, раз, залазишь. Удобно? Тут коньки надо одеть, тут лед, ё-моё. Ну да, вот перегородка здесь. И здесь центральный. Я хочу... Да путь дошел. Слушай, с этой стороны нету люка. Я дошел до переборки. Короче, люка здесь нет. Получается, люк на одной стороне. Между ребер сантиметров 70. Получается, раз, два, три, четыре, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 промежутков. То есть где-то 10, около 10 метров. Ну, в принципе, я думаю, засунем подушку так подать, и она там расправится. Там все ровное. Да, я же и говорил вчера об этом. Ну, смотри, в принципе, Это хорошо. рядом два люка. Не мешает. И в трубочку его вдвоем мы спустимся, грубо говоря. Да? И вот так. И вот туда, Ну. а там он расправится. Там Куда он расправится. нахрен денется. Проконтролировать, грубо говоря, вот здесь вот надув. Да. Закрыть кран в конце. Ты- Ну-ка, постучи. Еще как будто он бетоном залит. Да. Ну, Прошить. Дров заехать. В голове черепаху. А что ты хочешь? Рыбу ловит. Он прям лед лежит на нем. Вот вообще даже пальцы не запихнуть. ну поэтому у него и звук такой, как будто он забетонированный. Если мы здесь найдем люк, маленько его приоткрыв, не то что приоткрыв, а найдем. Да хорош. Я б не про то. Если ты его начнешь хотя бы одну это открывать, там пузырьки пойдут, начнем весь вот. А что говорили, с этой стороны не качали ни разу. А что ты сделал? Ты снег убрал? Ну, вот так вот. Ну, может. Все. Надо затыкать срочно. Затыкать надо, давай. Я думаю, не лежит на одном крайне, В принципе, здесь не должно быть давно. Лунку дальше пилить. Там еще лед. Там еще лед. Но он О, пробивается. Да. Такой же, как на той стороне, да? Получается, да. Тут уже глубоко. Здесь меньше получается, лед тоньше. Проверяем глубину. Пробили лунку. Прям по метру опускай. Два. Два. Ложится на дно или что? Да.
Ну-ка, растяни. По ширине понтона, да, метра 3. Он стоит на плаву, считай, да. Считай, на плаву. Так, замеряем глубину возле затопленного понтона. А падает прям жестко? Да, нет. Нет, песок. Да? Ну что ты, блядь, мелко что ли? То есть они на дне лежат, получается? 2 метра. Да? Ну, повыше, Может такая 2,20. глубина быть? Вот так, где вот здесь, где рука? Здесь, да? Может быть, да. То есть эти, получается, на дне лежат? На мосту. Дай пишню, ё-моё, проверяй сюда. Вот дно. То есть чисто теоретически, с учетом того, что есть расстояние между льдом, и его можно резать и убирать. Да. То есть, ну, то есть, условно говоря, пила у тебя не упрется в мост, когда ты будешь резать. Можно Давайте как бы... подумаем, чеку подъем, может, что. Ну, надо прям обмозговать, естественно, все варианты. Может, кажется, подумаем. Ну что, проведенный щупание, смотрительный, измерительный процесс проведен, да? Какие мысли? То есть убирать лед, понятно. Без уборки льда там тяжело, мы не подымем. Сколько... Знаешь, Не, ну лед он, образно говоря, имеет там нулевую плавучесть, правильно? Он всплывет все равно. Не, ребят, смотрите, если первый, который затонул, который с открытым люком, как бы, он мог наклонить остальные, и на остальных намерзло легко. Они же говорили, что у них ситуация была другая, и на фото видно, как бы было. То есть он у них там слегка, как бы, а потом глубже, все больше и больше намораживает, как бы, и он просаживается. Он больше не просаживается, потому что на дне лежит, как бы. Вот здесь. Да, он может опускать те понтоны, которые дна не достали. То есть намораживая, он может их наклонять. Но это если сверху будет вода. Да. То есть, как бы, если воды сверху не будет, то останется таким. Плюс ко всему, лед на обратной стороне держит за грибы их. То есть нужно убирать лед, лишний вес, да? То есть убирать вот этот лед. Хорошо, они сейчас уберут, мороз ударят, там опять намерзнет. Но мы это будем параллельно делать. Нам не надо, чтобы они там это сделали, а через 2 недели мы приедем подушки засовывать. Это надо вот это надо делать сегодня они чистят лед, пилят, завтра мы заводим понтоны. Ну что, Юрий, резюмируем. Ну, я считаю, что нужно вот этот понтон заводить под него и его поднимать первый. Открывать люки, смотреть на предмет воды. Если в них вода, то откачивать ее и все. Он как бы плавучесть поимеет и все. Потому что, судя по этому, та сторона, то есть там стопудово вода. С той стороны стопудово вода. Вот, и в центральном стопудово вода, наверное. Да. Так что вот такой вот план. А мы сейчас собираемся, будем рассчитывать. Будем рассчитывать, смотреть, сколько у нас займет это времени. Ну что, собираемся тогда.